Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня расскажем о проекте Waves DAX, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, новая игра, возможно, кто-то уже про нее слышал. NFT, Free-to-play, Play-to-earn, боевочка. Вроде все рабочее, будем разбираться, смотреть. Мы уже покликали, разобрались. Давайте покажем вам, что и как, что за продукт и как это все выглядит. Да, но игра получается не совсем как бы новая. Новая в ней боевка запустилась, то есть до этого здесь была система просто брида и фарма в пассивном виде. Недавно запустили, сейчас находится в альфа-тесте, у них есть боевка, которую каждый из вас может потестировать, очень простая, но есть уже заработок, и это free-to-play основа. Что интересно, она схожа с системой Scholarship, только не нужно ни с кем вообще взаимодействовать. Сейчас расскажем, как это работает. Можно посмотреть их изменения. Как вы видите, тут с мая уже есть какая-то движуха. Показаны все ключевые их добавления в игру. То есть вот рассказано здесь, что вот появляется боевка и так далее. То есть все это можно проанализировать, посмотреть, кому будет уже более интересно это разобраться. Сейчас заходим в саму игру. Да, пока Мгм. Кирилл заходит, я расскажу, что это все на другом блокчейне сделано. Может быть, кто-то не знает, не слышал, так называемые Waves. Это волны от русскоязычных разработчиков. У них основная платформа это биржа Waves Exchange. Есть децентрализованная биржа, то есть они уже с 2017 года в строю точно во время ICO бума. Все их слышали, знали, они пережили медвежий рынок. Так что продукт рабочий, компания большая, они оптимизируют. И вот на этом блокчейне, на Waves, запустилась такая игра, которая набирает обороты, стала достаточно популярных в узких кругах, да. И здесь NFT, и есть такие коллективные фармы, да, их называют, фермы, гильдии, кланы, я не знаю. То есть это, можно сказать, так как компании внутри игры. Мгм. И вы вот этой боевки Play to Earn, которую мы сейчас будем вам показывать, вы выбираете, за какую ферму вы хотите биться, и ее активами, ее NFT-шками вы проводите бои там против других. Это такой как бы битва кланов, они назвали это. И, наверное, давай нажимай, и вот вы видите, мы договорились с разработчиками, они запустили для нас тоже одну такую ферму, пока она еще без сильных активов. Там вроде несколько уток накидали нам, можно заходить уже, ими биться. Пока еще это альфа-тестирование, немножко где-то лагает, немножко где-то тормозит, ничего страшного, пробуем, кликаем, насколько этот блокчейн выдерживает геймификацию, да, Наплыв, даем, наплыв. да, и даем фидбэк разработчикам, потому что они как бы рады этому. Мне кажется, тебе может обновить в Да прошлый нет. раз. Да, я так говорю, сейчас расскажем, почему присутствуют лаги, они идут местами. То есть здесь есть такая система, как вот, отлично. Раунды. Да, Вот, есть да. как раунды. И в начале раунда, то есть мы тестировали обычно всегда лаги, то есть мы уже протестировали, прощупали. Раунд идет 6 часов, друзья. И разработчики дают на этот пул 6 эгов. Это валюта игровая, то есть один эг, как видите, вот эквивалент. Это токен, получается, игры, как и Waves, это другой токен. Эти, Waves это как основной токен всей ну, платформы, как да, BNB, как эфир, да, то есть это нативный токен да, и а эг монета это, даже. получается, уже игровой токен, то есть разработчики дают в пул, получается, 6 эгов. И раунд идет 6 часов. После 6 часов идет новый раунд с новыми 6 эгами. И Давай запускай уже. так, давай. Ты долго рассказываешь, надо же показать что-то. Чуз, нет, тебе он слева надо, да, вот здесь выбрать. Подожди. Не хочет сразу показывать. Мгм. Ты Ну, галочку там не поставил в прошлый раз, да, чтобы ставил, он тебе автоматически все. ставил я как в нашу ферму. Погнали, биться, биться, биться. Давай пока, ладно, пока немножко прогружается, да, какие-то моменты. То есть, друзья, как вы видите, тут коллективные фермы, каждая из них, да, как бы она уникальна в плане то, что каждый ее по-своему развивает. У нас, получается, наша, это вот CryptoGamers YouTube, можно зайти будет на нее посмотреть ее капитализацию, пока у нас нет этой капитализации, сколько там уток и так далее, да, сейчас мы перейдем на какую-то более, наверное, которая уже какое-то время находится, чтобы понять. То есть заходим на эту ферму, смотрим, сколько у них есть уток,
какая капитализация, сколько они эгов могут заклеймить и так далее. То есть утки здесь есть у них редкость, есть, естественно, брижены, не брижены, то есть похожая система в аксях, кто разбирается, в принципе, есть схожие тенденции. У уток есть боевые какие-то характеристики, это скиллы, которые будут использоваться именно как дополнительный один легендарный скилл, который будет использоваться именно в бою, который мы, естественно, покажем позже. Редкость утки дает потенциально фарм, то есть есть утки, которые сражаются, есть утки, которые фармят. Если нажмем на такую утку, то есть можно посмотреть, сколько она может фармить. Стопроцентной рарити производит больше тех эгов, то есть вот можно посмотреть, сколько она будет эгов давать в месяц. Но это так как немножко ответвление такое от игры. Еще силу удара дает вроде как в бою. Пока мы тестировали, вроде если более-менее процент рарности, он слабее бьет, чем более сильный. Так, друзья, подгрузилось наконец-то. Давайте посмотрим, как выглядит сам бой. То есть мы нажимаем боевку, сейчас подгрузятся утки, именно которые есть в коллективной ферме. У них есть уровень мантии. Чем выше уровень мантии, тут видите процент. Это процент, на котором мы больше будем зарабатывать. То есть плюс еще есть у нее крутое умение, именно у этой утки показана ее рарность, соответственно, больше урон. Так, сейчас поехали. Главное сейчас капчу пройти, иначе заблокируют. Отлично. Так, быстренько раз. Все, подтверждение делаем. Сейчас верификация еще одна. Да, ну, я когда играл с расширения типа MetaMask, это такой Wave Skipper называется, там вроде ничего у меня ни разу не выскакивало такого. Так, давай, наверное, перейдем к бою. Как вы видите, вот такая вот боевка, то есть мы сейчас ждем, пока наш оппонент загрузится. Это бывает быстро, медленно, то есть, ну, сами понимаете, зависит все от оппонента. Некоторые загружаются мгновенно, некоторые почему-то где-то там слакают. У нас появляются 3 умения, то есть можно посмотреть, это защита 0, 2 поинта к атаке. Тут видите, то есть каждое умение что-то дает. Наша утка имеет вот такой легендарный навык, который, как видите, дает много урона и 3 атаки. То есть я здесь могу выбирать, куда атаковать, но поскольку тут 3 атаки, я просто атакую как бы в 3 стороны и никакой защиты. Нажимаю пропустить ход, тут максимум 20 раундов, то есть бои максимально быстрые. Если, конечно, делать все быстро. Если сидеть там рассказывать, да, то это будет долго. А так, Да, по сути... Справа в нижнем углу мы видим наш Battle Log, так называемый, да, где мы видим, какой урон прошел, кто что использовал, кто что заблокировал. Небольшое, наверное, уточнение. Как вы видите, дерутся маленькие уточки, а наша утка, которую мы выбрали, она является как наставником, джедаем, да. И мы видим, она в такой мантии. И вот этот наставник джедай, он как бы дает умения нашей мелкой утки, вот эти легендарные, вот мега-хил, например, да. И поэтому по завершению этого боя, то есть это такая боевка из наших старых 2000-х браузерные игры, да. Типа Комбатс, да. Да, кто играл, ставим плюс в комментариях. Какие у вас были арты, за кого играли? Была ли у вас броня печали, да, или меч красоты? Вот. И, в принципе, особо больше ничего не надо, да. Главное, что это PvP в реальном времени, пока упрощенный вариант. Ну, это альфа-тест первой боевки, грубо говоря. То есть, видите, сейчас как-то долго идет. У меня бывало, я заканчивал за 3 раунда. То есть, тут уже разные стратегии имеются. Есть карты больше на защиту, есть карты больше на атаку. Как бы, ну, по идее, как я считаю, выгодно, чем провести количество больше боев именно. Но некоторые оппоненты как-то долго все делают. То есть, такое ощущение, что, как бы, вот, да, у нас, кстати, смотрите, видите, мы друг друга убили, и тут уже будет зависеть, тут написано, что я проиграл. За проигрыш, к сожалению, ничего не дают. То есть у нас по факту была ничья, но, как видите, здесь зачитало мне поражение. То есть он просто нанес мне больше урона, и за счет этого я проиграл. Так, поехали в следующий бой, друзья. Опять проходим капчу. То есть наша задача здесь какая? Конечно же, победить. Сейчас опять, видите, у меня подтверждение идет. Но это... Потому что сейчас идет какие-то у нас лаги. То есть начало раунда зачастую сильные лаги идут, потому что заработок за каждый бой намного выше, чем в конце. Поэтому все ломятся, естественно, в начало такого раунда. Поэтому серваки пока сейчас, к сожалению, не выдерживают. То есть помните, когда большой наплыв был игроков именно в Акси, когда там уже миллионы полетели, там серваки тоже как бы не выдерживали. Здесь, конечно, не такое, понятное дело, что огромный онлайн, даже близко, еще не сравнится никто с Аксями, но есть уже с этим некие проблемы. И мы это, к сожалению, пока наблюдаем. То есть давайте пытаемся сейчас больше атаковать. Выпало мне вот это крутое умение. Видите, сразу 44 урона.
Сейчас буду стараться просто максимально бить. То есть ставлю одну защиту, пробиваю. Чем быстрее мы будем делать это, тем, соответственно, как бы больше можно боев провести за меньшее количество времени, тем больше заработать. Ну, естественно, надо выиграть еще, потому что за поражение ничего, к сожалению, не дают. Карточки выпадают рандомно, то есть есть одно легендарное умение, кстати, да, 2 блока. Вот это печально. То есть сейчас главное не проиграть еще, да? То я беру карточку на 2 урона, тут она дает больше к самому урону, тут показано именно множитель. Ну, вот я Классно. прочитал, что ты его это Что бьешь я голову сюда. Ты в одно и то же место бьешься. Ну да, так быстрее. Ну да, быстрее проиграть. Я играю в ничью опять. Ну как в ничью, и там как повезет. Ты должен читать Battle Log, узнавать, куда он тебя будет, Mind Games, куда он блок. Не, ну тут, конечно, можно, видите, опять ничья. То есть играем в ничью. Опять, кстати, поражение дали. Почему не победу? Так, поехали. Сейчас опять подгрузится. Да, сейчас сразу обновлю. Наверное, вот так вот сделаю, чтобы быстрее было. Когда нет лагов, естественно, это сразу происходит. Опять потом бой нажимаю и так далее. То есть бои, вы сами видите, здесь мгновенные по факту. Единственное, сейчас что лагает в начале раунда. То есть, как бы можно, естественно, заходить позже. Там вот где-то вчера, по-моему, мы тестировали, когда полчаса лагало. То есть потом уже, вот видите, сейчас уже быстрее все это происходит. Берем нашу утку опять и поехали. Опять мне подтверждение. Кстати, обычно один раз надо делать. Тут почему-то уже третий раз я это делаю. Ну ладно. Наверное, когда ты обновляешь страницу, там Ну да, когда твой логин. Когда через F5. Так, вот опять мне прокает умение, кстати. Я опять делаю его. И сейчас, если он делает больше защиты, меньше урона проходит. Я как-то убил оппонента, по-моему, на 2 или на 3 раунда. То есть за 3 именно. У меня выпало вот это умение, там на 66, по-моему, пробил. То есть он пошел тоже в атаку. Как бы здесь, видите, только 22. Это очень мало для такого умения. То есть у него сейчас было 2 блока. А давайте по ногам бить. Может, по ногам лучше? Или надо как Петруха, как опытный из бойцовского клуба, да? Куда бить, Петруха? А то мне не выиграть. Не выиграть ни одного боя. Надо бить на рандоме. Не, вчера, кстати, я... Вот опять 2 блока. Что-то, по-моему, 0-3 инкаминг. Не, вчера, кстати, я играл, я, по-моему, из 7 игр, по-моему, 2 проиграл, наверное. Или бой, как Да, вчера наоборот у меня было. Вот, видите, он нам 3 урона нанес, 30 минус 36 сразу. Угу. Надо менять стратегию, походу. Надо сначала деф играть, а потом Сначала атаку. чуть-чуть дефаться, да. Я просто все называется улын. Все в атаку. Вот, как бы деф не использую. Вот, сейчас опять. У меня есть одна атака, кстати, да. Блин, нет 2 атаки. Ну ладно, давайте придется дефиться. В чем фишка, да? То есть здесь нет ни энергии, ни какой-то там очереди, да. Максимум, может быть, чужая утка быть занята какое-то время. Но вы можете бесконечно драться. То есть единственное такое ограничение, то есть под конец раунда вы все меньше и меньше будете за бой получать прибыли. И поэтому, ну, в какой-то момент каждый решает для себя, в какой момент ему невыгодно или его время дороже, чем играть в игру, да. Да, но здесь получается... Класс. Получается, система такая, что за бой я буду получать именно токены фермы. Потом я могу поменять ее на Эгги, и Эгги, естественно, продать. То есть это такой же токен, который продается. Потом мы покажем, как это можно делать. Главное, хотя бы один бой выиграть, чтобы показать именно, что ты можешь зарабатывать. Вот Не, видите, ты кстати, сразу и за доллары можешь продать, да. вот, кстати, все утки сейчас заняты, именно которые больше прибыли приносят. То есть я могу взять, допустим, вот какую-то послабее утку. Или обновить. Да, могу просто подождать, допустим. То есть, чем больше таких уток на ферме, тем, соответственно, как бы, ну, выбор, естественно, выше. То есть, такая утка мне даст все дополнительно к заработку плюс 10%. Такая дает, допустим, прокачанная, то есть, тут есть мантия, она дает 110%. То есть, такой мне уткой будет выгоднее драться и, как бы, именно для заработка. Плюс, вот, допустим, эта утка вот с этим, она не отличается ничем, только заработок. Потому что у нее вот это умение, которое супер крутое, легендарное, она тоже тут присутствует. Но это потом отдельно снимем, я думаю, про это. Так, дайте мне утку уже. Бейся 30%. Да, ладно. Выбрали... Не, вот, за 10, да. Да, вот это давай, ладно. Проверим. Вот, сейчас не спрашивай, да, у тебя логин? Да, они. А, нет, спросил. Кстати, странно, я говорю, вчера не спрашивала. Надо тебе ставить Wave Skipper, и будет тогда... Ну да, кстати, я не подключал кошелек, друзья, это просто с почты, просто почту зарегистрировал. Понятное дело, что можно там и усилить все это дело, но это для теста, как все это именно работает.
Давай, наверное, не знаю, так как-то от F играть, что ли? Блин? Сконцентрируйся. Да мне Соберись. хотел показать, как можно быстро это делать, а в итоге Мгм. только проигрываешь. Вот. Раз, Да. раз. А, Мы его за 2 хода убьем. Да, наверное, можно рассказать, какие есть варианты развития нашей компании, да. То есть сейчас там стоит какая-то условная минимальная штука по сбору средств, вроде 1 эк мы выставили. То есть как только будет собрана эта сумма, сработает смарт-контракт и запустятся токены нашей фермы, э, токены нашей компании, токены нашей гильдии, клана, я не знаю, как это назвать. А, И у него будет тикер CGY, да, то есть мы так поставили на регистрацию. Вот. И вот это то, что вот он заработал Угу. за этот бой, это как раз вот такая дробная часть этого токена. И Именно потом этот... нашего токена, получается, который у нас есть. Потом его можно будет продать, естественно, уже за валюту вот эти эги. И дальше, Ну, естественно, куда хотите, туда их, там, не знаю, в доллар, да. что угодно. Ну, или наоборот, покупайте акции компании, если вы планируете вместе с нами развиваться дальше. Можно со слабых рук выкупать с рынка, да, эти части компании, Тут, вкладывать кстати, сейчас, в да, это... развитие свое время. Мгм. Тут, получается, вот видно, сколько идет раунд, как я уже говорил, и показано, сколько я заработал именно. Я играл уткой, которая... сколько у нее было процентов? То есть у нее было, по-моему... вот 110. 10%. Если бы я А, сыграл вот этой уткой и победил, я бы эту еще сумму получил еще плюс 100%, потому что здесь к заработку выше. Но это уже мы отдельно расскажем, как все это работает. мгм. То есть давай, наверное, еще какой-то бой сыграем, не знаю. Давай. Вот, давай сыграем этой. У нее процент меньше, урон будет меньше. Ну, посмотрим, да, как раз какой урон. Ну тут не Джедай. особо так прям сильно разнится урон. То есть там утка бьет там на 8, другая на 9 будет бить. Ну хотя если там, да, если каждый удар попадает, то на дистанции ты все равно проиграешь. Мгм. Но как видите, бои быстрые. То есть у некоторых вот этих уток, то есть они такие как джедаи, у них вот есть вот это легендарное умение, есть разные. То есть их не так много, но они все-таки как бы имеются. У нас, допустим, наше умение просто бьет 3 в атаку. Вот эти карточки, они, кстати, рандомно выпадают, то есть здесь нет никакой закономерности. Эти все рандомные. Единственное, только легендарное умение, которое мы выбрали. Вот 54, кстати, влетело. Это он вот с этого умения ударил. Давайте, наверное, тоже ударим так прям жестко попробуем. На Мгм. 18. Жестко ударили. Два блока он тебе поставил. Да. Да, наверное, вам интересно, почему Кирилл бился предыдущей уткой, да? Мы такой дадим лайфхак, что мы зашли в этот проект, скажем так, и вот эта утка, которая 11 уровня, мы ее купили и надели на нее мантию, чтобы понять вообще, что это стоит, сколько это прокачка, какая Да. прибыль будет с нее. Тут получается фишка такая, что если ты покупаешь утку и ее оставляешь в ферму, то есть я как игрок получаю от вот этого заработка, я получаю 10% от суммы. Кто купил эту утку, получает, естественно, как бы намного выше, да, то есть другой процент. Но как бы и при этом, как для free-to-play игрока, то есть я ни с кем не контактирую, я сразу, например, получаю валюту. То есть захотел, есть время, допустим, побил. Нет времени, не бьешь. То есть это уже дело каждого. Как бы это полностью free-to-play основа. Что по заработку? Здесь, конечно, зарабатываешь не так, как в Аксях. По статистике, которую нам скинули, получается, что в день можно зарабатывать примерно 10-15 долларов. Но по времени... О, кстати, видите, 66, круто. Наконец-то я начал бить. По времени, получается, это будет занимать где-то 4 часа. То есть уже дальше смотрите сами, да, насколько это интересно. Это, если получается, брать не какие-то там супер топовые утки, а просто какой-то средний сегмент, который как бы все ставят. Ну, как мы, в принципе, поставили. Так, надо Да. побеждать. Ну, то есть вас ничего не обязывает, да, то есть у вас есть время, желание, вы подгадали начало раунда, зашли, и если вы за нашу ферму будете драться, к чему мы призываем наших зрителей, да, давайте объединяться, попробуем этот механизм, вообще рабочая ли это такая финансовая моделька, где каждый за потраченное свое время за бои напрямик вознаграждается, будет ли вам, вообще людям это интересно, либо через 2 дня все отвалятся, да. А, И, то есть вы деретесь и сразу получаете деньги. Не деретесь, не получаете. То есть кто-то другой пришел, подрался. Это бездоверительная среда. Вам надо просто зарегистрироваться, попробовать, покликать, а там, глядишь, посмотрим, куда это все выйдет.
к чему это будет идти. Мы оставим ссылку в описании на все ресурсы. В нашей соцсети мы сделаем в нашем Дискорде отдельный канал под уток, да, то есть заходите туда, добавляйтесь, пишите. У нас там будет менеджер, который будет отвечать на все ваши вопросы, подруливать, скажем так, советовать, что и как делать. Ну и мы будем тоже прокликивать, играть, естественно, да. Мгм. Записывать контент, гайды, наверное, по бридингу, по фармингу, стейкингу, вообще экономику покажем. И когда у нас будут уже конкретные цифры от нашей утки, да, сколько она смогла заработать, Мгм. мы это тоже покажем и расскажем. Да, сейчас получается как бы именно для free-to-play игрока, то есть тестируйте, как мы уже говорили, заработок выгоднее в первое, получается, время, потому что вот этот пул, он распределяется, чем больше боев, тем, соответственно, меньше потом заработок, то есть поначалу выгоднее. 6 часов кулдауна и так далее. Дальше можно, получается, заработать токен, потом посмотреть, как он вообще торгуется, то есть у каждой из ферм здесь показана ее капитализация, сколько это примерно будет стоить. То есть за каждую ферму вы получаете именно их токен. То есть понятно, что где-то больше, где-то меньше, соответственно, забой где-то выше, где-то меньше. То есть Во вот так. время раунда нельзя менять фермы, за которые вы Мгм. деретесь в free-to-play, это такое уточнение, да. И если вы поставите там галочку, то автоматически на следующий раунд вас зарегистрируют опять в эту же ферму. То есть, ну, это как бы интересная, согласитесь, все-таки механика, где не надо ни с кем взаимодействовать. Захотели, потестировали, захотели, да, побили. То есть те же самые акси как бы обязывают, что ты должен бить, потому что иначе с вами никто не будет работать. Здесь немножко другая система и другие, поэтому заработки именно для free-to-play игрока. Ну а дальше, естественно, будем рассказывать, если вам будет интересно, по заработку там брит, то есть что, в принципе, по аксиам мы делали, полностью будем разбирать и, соответственно, с вами делиться, записывая какие-то гайды более подробные. На этом, я думаю, будем закругляться, друзья. Кому интересно, бийтесь за нас, будем смотреть самых топовых игроков. Там, кстати, есть даже лидерборд, но, как всегда, наверное, не прогрузится быстро. Есть что добавить? Э, Есть много интересных инструментов, которые смотрят блокчейн, показывают статистику по маркету, по бридингу. Оставим тоже в А, описалочке, ну вот, кстати, да. ссылку в описании, да. И разбирайте, смотрите, изучайте. То есть все прозрачно, придумывайте стратегию, залетайте, инвестируйте, фри-то-плейте, все, что душе угодно. Мы будем для вас стараться писать контент. Ставим лайки, подписываемся и в комментариях отписываем, кто играл в комбат в 2000-х годах. Всем пока. Всем пока-пока.